Доброго времени! Степанов запилит, и это мастерская самых интересных в мире вещей. Позавчера я побывал на фестивале Киберлуки, собственно, в Великих Луках. Ехал я туда в качестве экспертного жюри по косплею. Киберлуки — это небольшой местный фестиваль, поэтому участников там было не так уж и много. 21 косплеер в конкурсной программе. Обычно на такие фестивали я всегда с собой беру какие-то мелкие подарки, чтобы отблагодарить за выступления косплееров, которые не получили никакие номинации, ни главные, ни спецноминации. В общем, поддержать их. В этот раз это было не исключением, и я привез с собой такие вот фигурки, символы следующего года. Это мои авторские скульптурки, такие маленькие игрушки на елку. Ну, не только, конечно, на елку можно и поставить. Но я, к сожалению, получил какую-то неприятную обратную связь. Участники, которые получили подобные подарочки, были недовольны. Есть какая-то основная база призов, за которую отвечают организаторы конкурса и фестиваля. И есть такие просто презенты от жюри по собственному желанию жюри. То есть мы можем их привозить, можем не привозить. Это просто наше решение, наше желание поддержать участников, которые ничего не получили, например. Но мы бы хотели их отметить. Но, к сожалению, вот в этот раз было так. Для меня это было немножко, конечно, странновато, непонятно, но есть как есть. Напишите в комментариях, хотели бы вы получить такую фигурку, и стоит ли вообще в следующий раз действительно вести подарки, ну, как вы считаете, или стоит обратиться к данному фидбэку и, в принципе, ничего не дарить от себя, чтобы, возможно, не путать участников. Возможно, они думали, что это какие-то спецпризы, а не чисто желание жюри. Хотя, в принципе, со сцены я это озвучил в микрофон, что это от моей мастерской маленький презентик. Причина появления меня на таких фестивалях была всегда одной целью — поддержать маленький фестиваль и повидаться с молодыми косплеерами или с теми, кто не может приехать на большие фесты или не попадает на них по аккредитации или по дороговизне приезда, хотели бы и познакомиться, и пообщаться, и получить контакты. То есть эта история не про деньги, а скорее про инициативу и поддержку. Организаторы данного фестиваля, в свою очередь, много о чем позаботились, поэтому сказать чего-то вредного и плохого здесь я не скажу. Есть над чем работать, безусловно, но, как правило, у таких маленьких фестивалей и возможности не очень большие. Всем участникам конкурса еще раз хочу сказать спасибо за их смелость, что они вышли на сцену, и за их работу над костюмами. Ну и предлагаю с вами посмотреть на конкурсантов, часть материалов, которые у меня есть. Я вам с удовольствием покажу их выступления и костюмы. Погнали!
Обязательно пишите в комментариях, кто вам больше понравился. Мы определим своего победителя и, возможно, отправим ему еще одну игрушку новогоднюю в стиле лошади. Не забывайте ставить лайки, подписываться, а также напоминаю, что все эксклюзивные видео выходят у меня в первую очередь на Рутуб. Ссылочка на мой канал на Рутюбе будет в описании. Заходите, буду рад. На сегодня все. Всех обнял, приподнял. Дальше больше вы же знаете. Пока-пока.